Вороны и орланы-белохвосты. Чаще всего их жизненные пути пересекаются зимой, возле еды. Киносъемки животного мира после Чернобыльской катастрофы в Полесском радиационно-экологическом заповеднике мы начали давно, еще в далеком 2004 году, и продолжаем до сих пор. Почти всегда заезжаем на старый полуразвалившийся завод по производству комбикормов. В зоне природа во многих местах меняется быстро. Исключение и это место. Сразу после катастрофы здесь было много кабанов, потом появились косули. Теперь самый обычный зверь – лось. Зимой именно здесь мы снимали орланов-белохвостов. И всегда рядом с орланами пировали их непримиримые соседи – вороны. Первыми к останкам животных после волчьего пиршества еще в утренних сумерках прилетали вороны. Холод и короткий световой день заставляли птиц не откладывать с кормежкой. Приступали к ней они как можно раньше, кормились жадно. Орланы появлялись чуть позже, через час-полтора. Посидев немного на какой-нибудь присаде с хорошим обзором окрестностей и не обнаружив опасности, орланы также слетали к еде. Сначала взрослые птицы, смело и решительно. Потом молодые орланы, робко, с оглядкой. Количество орланов зимой в зоне больше, чем гнездящихся здесь птиц. А это значит, что за 35 лет в Полесском заповеднике сформировалась уникальная для Европы зимовка этих редчайших орлов. В этом им помогают волки. Именно на останках добычи волчьих стай часто пируют и орланы. Белохвост – птица крупная и сильная, и на кормежке ей никто не должен мешать. Но у орланов есть своеобразные пищевые конкуренты. Это врановые птицы. Особенно заметно противостояние между ними осенью и зимой.
В это время и те, и другие во многом зависят от мертвых животных. Все эти птицы своеобразные санитары. Орланы из них самые сильные. Особенно это касается взрослых птиц. Их вороны редко задирают. А вот орланью молодежь можно немного и погонять. Или за хвост подергать. По крайней мере, стая воронов может легко это сделать. Силу мышц может победить сила ума или нахальство.